Нас, жителей Земли, можно сравнить с пассажирами корабля, которым дан определенный запас воды. Но пассажиры судна могут рассчитывать, что в случае нехватки воды какое-нибудь другое судно поможет им, тогда как мы во Вселенной одиноки. Совершенно одиноки с нашим небольшим запасом воды, так необходимым для жизни, говорил Жак-Ив Кусто. Трудно представить себе жизнь на Земле без воды. Запасы воды на Земле огромны. Они составляют почти 1,5 миллиарда кубических километров. А это около 25 тысячных% общей массы Земли. Однако, абсолютное большинство этой колоссальной массы, и это горько осознавать, соленая вода, непригодная для питья и технологического использования. А вот масса пресной воды – это не более 2% ее общего количества. Основной объем, а это около 96% пресной воды, сосредоточен в ледовых щитах Антарктиды и Гренландии, горных ледниках, айсбергах и в зоне вечной мерзлоты. И только около 1% всего количества пресной воды находится в жидком состоянии. Это реки, пресноводные озера, часть подземных вод. Именно эта вода используется человечеством и животным миром для своих многочисленных нужд. На сегодняшний день состояние рек вызывает большую тревогу. Например, треть малых рек уже высохла. Большинство этих рек деградирует, что бесспорно приведет к деградации больших рек. Учеными доказано, что каждому человеку просто необходимо до 12 литров пресной воды в сутки, в том числе до 3 литров для питья. Сегодня во многих странах уже не такое большое количество воды. От жажды умирают сотни тысяч людей, в том числе дети. Украина пока относится к тем странам, в которых водообеспечение населения находится на благоприятном уровне. Удельное водопотребление большинства наших жителей составляет не менее 150 литров в сутки. Однако в результате интенсивного использования водных ресурсов и загрязнения источников пресной воды ситуация с водопотреблением становится критической. И это в относительно благополучной стране Украине. По данным ООН, потребление пресной воды на Земле в последние 50 лет значительно увеличилось. Практически вдвое. Ожидаемый резкий прирост населения, численность которого в ближайшие 50 лет достигнет 8 миллиардов человек, и встанет не только вопрос обеспечения продуктами питания, но и обеспечения водой, хотя бы как-то пригодной для употребления. Мы познаем ценность воды лишь, когда колодец пересыхает, говорил Бенджамин Франклин. Конечно, ученые нашей планеты неустанно трудятся над решением проблемы питьевой воды и будут еще больше трудиться. Однако, как всегда было в нашем мире, человек идет по пути наименьшего сопротивления, не думая о своем будущем и о будущем своих детей и внуков, о судьбе тех, кто уже погибает от жажды, пока есть возможность употреблять ту воду, которую оставил нам Создатель. Ничто, кроме катастрофы, не может его заставить относиться к воде бережно. Итак, есть два основных варианта решения проблемы пресной воды. Первый вариант, самый простой. Потреблять пресную воду из последних резервуаров, буксировать айсберги, увеличивать добычу подземных вод и тому подобное. С точки зрения сегодняшних затрат, это наиболее простой вариант решения. Вода стала предметом торгов. Стоимость воды увеличивается за счет транспортировки. Рано или поздно начнутся войны из-за водных ресурсов. Этот вариант один из самых худших, но, к сожалению, вполне реальный. Второй вариант немного сложнее, но становится с каждым днем все реальнее. Пытаться употреблять воду, непригодную для питья. Это морская вода. Ее количество кажется невероятным.
Запасов морской воды достаточно, чтобы прожить не 1000 лет. Однако получение пресной воды из морской не такая уж простая проблема. Сам процесс опреснения уже давно известен. Что же сдерживает дальнейшее развитие технологии опреснения? Ответ очень прост. Стоимость опреснения в несколько раз превышает стоимость доставки пресной воды. Зачем опреснять морскую воду, если дешевле доставлять ее из реки или озера с помощью каналов? Рано или поздно придется вернуться к опреснению. Но все это лирика. А что же мы предлагаем? Об опреснении морской воды известно уже давно. Удалять соли из морской воды научились различными методами. Вымораживание, дистилляция и так далее. А наиболее перспективны два метода. Электродиализный и обратно-осмотический. До публикации нашего изобретения считалось, что затраты на изготовление и эксплуатацию электродиализаторов не менее, а то и более затрат на изготовление и эксплуатацию обратно-осмотических установок. Основными факторами является стоимость электродов, особенно анодов, которые имели тенденцию растворяться. Нами же предложено изготовление электродов в электродиализаторах из химически стойкой, а самое главное, недорогой углеродистой ткани, которая снимает эту проблему. Мы предлагаем электродиализные опреснители из следующих соображений. Первое. Материалы и комплектующие электродиализных установок проще и надежнее. Ресурс обратно-осмотических мембран составляет не более 1,5 лет, в то время как электродиализные мембраны служат более 10 лет. Их можно промывать, после чего они восстанавливают свои свойства, а обратно-осмотические мембраны не восстанавливаются. Далее. В обратно-осмотических установках для защиты мембран при наличии в опресненной воде бактерий должно быть предусмотрены бактерицидные устройства, ультрафиолетовые, генераторы хлора и прочее. А это дополнительные расходы. Следующее. Стоимость обратно-осмотических мембран составляет не менее 80% общей стоимости установки, в то время как стоимость электродиализных мембран составляет не более 30%. Кроме того, регулирование глубины опреснения, степень удаления солей, в электродиализных установках производится изменением межэлектродных расстояний, скорости протекания опреснения воды через камеры электродиализатора или величиной напряжения источника тока, в то время как в обратно-осмотических установках регулирование глубины опреснения возможно только изменением давления подачи воды, что влечет за собой опять же увеличение мощности насосного оборудования, а значит увеличение его стоимости. Электроэнергия в обратно-осмотических установках минимум 2,2 киловатт-часа на кубический метр. Используется для создания давления опресняемой воды. С увеличением солесодержания потребление электроэнергии резко возрастает и достигает 4,5 и более киловатт на кубический метр. В электродиализных установках потребление электроэнергии даже с учетом насосного оборудования составляет не более 1,2 киловатт-час на кубический метр и практически не зависит от солесодержания. А при комбинации с ионообменным методом опреснение снижается до 0,8 киловатт на метр кубический. Стоимость основных материалов электродиализных установок не менее чем в 8 раз ниже обратно-осмотических. Следовательно, во-первых, учитывая тенденцию увеличения потребления пресной воды с одной стороны и резкого сокращения ее количества с другой стороны, обуславливает движение ученых-экологов разрабатывать наиболее эффективные способы очистки и опреснения воды, непригодные для использования в хозяйстве. Электродиализные опреснители в этом смысле наиболее перспективные. Мы больше чем уверены, что стоимость электродиализных
То есть ион селективных мембран также можно снизить, ведь основной компонент мембран – это ионообменные смолы, производство которых связано с переработкой природного газа. Во-вторых, все известные способы опреснения, вернее обессоливания воды, имеют малую гибкость или, другими словами, ограниченную область применения, в отличие от электродиализных установок, где параллельно процессу обессоливания имеет место получение водорода и кислорода, как побочных продуктов, а также образование растворов щелочей и солей. Здравый смысл подсказывает, что эти свойства электродиализаторов дают дополнительные преимущества применения электродиализаторов. В-третьих, электродиализные установки обессоливания даже по своему принципу работы являются прямоточными. То есть не требуют насосного оборудования высокого давления, как, например, в обратно-осмотических установках. И не менее важно, для автоматизации процесса в целях безопасности не требуется применение сложных приборов. Поэтому опреснение морской воды электродиализными опреснителями, усовершенствованными нами, наиболее перспективный способ. Кроме того, мы уже много лет уделяем много внимания вопросу структуры воды. Известно, что при обессоливании воды нарушается структура воды. Вернее, после удаления соли из воды образуется вода с особой структурой, которая резко отличается от структуры природной пресной воды. В природе, насколько это известно науке, структура воды формируется в течение долгих лет при контакте с воды с различными минералами, особенно важными минералами, которые участвуют в формировании структуры воды, являются кремниесодержащие минералы, кварцевый песок, горный хрусталь, циолиты и прочее. Поэтому в дальнейших наших разработках обязательно будет уделено должное внимание этому вопросу формирования структуры опресненной воды. Спасибо.